сути, что делает брокер? Задача брокера сделать так, чтобы оформление в Украине прошло быстро и без стучка, и без задоринки. Соответственно, что он должен сделать? То есть первое, самое главное, что он должен сделать, он должен взять пакет документов и проверить его на наличие ошибок, если там ошибки. Это еще до того, как машина выйдет с точки загрузки. Это на самом деле один из самых важных этапов, потому что на этом этапе он проверяет контракт, инвойсы, берет техническую документацию, понимает, вернее, он определяет код таможенный, это одно из самых главных его действий, да, по которому в дальнейшем определяется перечень разрешительной документации. Она может быть всевозможной, там, начиная от фитосанитарного сертификата, заканчивая там, сертификатами, там, вернее, декларацией техрегламента соответствия, либо какой-нибудь отпиской СБУ. Это то, что касается там, разрешительных документов. Да? И на самом деле работа с разрешительными документами это очень важно, потому что некоторые товары в принципе без определенных разрешительных документов не могут въехать в страну, в Украину. Ну, либо въехать в другие страны, если мы говорим об экспорте. Следующий этап, исходя из того, какой код определил брокер, это определение ставок налогов, вернее определение самих налогов и определение ставок этих налогов. Они бывают разнообразные. То есть основные это НДС, пошлина и акциз. На определенные товары в Украине есть акциз. Это алкоголь, допустим, табак, автомобили, спиртосодержащие какие-то товары. Следующий этап, после того, как он определил перечень разрешительных документов, мы до этого с вами об этом разговаривали, ему надо организовать получение этих документов. Лучше, конечно, всего, когда брокер в состоянии организовать получение этого перечня, потому что в нашей практике, когда обычно клиент берется за получение этих документов, это занимает определенное время и обычно это получается дороже. То есть, по сути, обращаясь к брокеру, да, правильному брокеру, клиент еще и экономит на получении разрешительных документов. После разрешительных документов, когда мы уже все получили, все у нас хорошо, когда мы согласовали с отправителем пакет документов, да, там, драфты какие-то документов, опять же, есть такая штука, как сертификаты происхождения. Да, для некоторых товаров они обязательны. Для некоторых товаров, для того, чтобы получить преференцию, как, например, для товаров из Европы, да, чтобы не платить пошлину вообще в принципе, можно получить сертификат происхождения Евро-1, который освобождает нас от пошлины. Когда мы все проверили, весь этот пакет документов, следующий этап – это подача предварительной декларации на кордон, на границу, для того, чтобы машина могла пройти границу. После того, как брокер подал декларацию на кордон и машина прошла, начинается самый основной, самый ответственный этап. Это таможенное оформление. И таможенное оформление у нас пройдет без проблем только в том случае, если брокер хорошо отработал те этапы, которые предшествовали этому таможенному оформлению. Потому что по сути мы готовим документы таким образом, чтобы у таможни не возникало никаких вопросов при оформлении. То есть если документы подготовлены хорошо и в них нет расхождений, таможня не будет задавать лишних вопросов. Ну, опять же, если у вас нет вопросов по цене. Иногда бывает такое, что все хорошо, но вопросы по цене, да, то есть ниже ценовой базы, так называемой таможенной, и приходится добавлять какие-то дополнительные документы, как то бухгалтерские, экспортные декларации и так далее. Но по сути, если мы предоставили все документы, если мы заранее на всех этих этапах нормально поработали с документацией, таможня быстро закрывает оформление. Оформление там проходит иногда там, полчаса-час. Соответственно, но еще один момент я забыл.
Сейчас в Украине вводится такая штука, как постпроверки, то есть посттаможенный аудит. И это очень сильно может отразиться в последующем на импортере. То есть, если брокер каким-то неправильным образом задекларировал товар или, не дай бог, где-то ошибся в пошлинах или чего-то там не доплатил, да, вполне возможно, что при проверке пост-аудита могут быть выявлены нарушения и доначислены штрафы и пеня за весь этот срок, который был до проверки. Вот это тоже один из самых важных моментов, на которые стоит вообще обращать внимание. Потому что если вдруг импортер засветится в кавычках, да, на то, что он что-то нарушил при оформлении, его могут поставить таможенники, ну, скажем так, себе в списке о том, что эта компания является нарушителем, и, соответственно, к ней должно быть более пристальное внимание, ну и, соответственно, там могут выскакивать досмотры, да, которые там могут длиться определенное время и так далее. Это, по сути, усложняет немного процедуру оформления, ну и, соответственно, работу брокера. По сути, ну, это сейчас я озвучил тот комплекс работ, да, которые должен делать правильный брокер для того, чтобы оформление было без проблем.